everybody to this seminar about Shiva Sutras, Добро пожаловать на семинар chapter о 3. Шива Сутрах, 3 главе. For the people that didn't come to the previous two seminars, I'll try to summarize the first two chapters. Для тех, кого не было на предыдущих семинарах, я попробую вкратце пересказать предыдущие 2 главы. Shiva Sutras is a revealed scripture of the philosophical system called Trika. Шива Сутры — это писание, которое было проявлено, и оно относится к системе Трики. It wasn't written by human hand, yes, it wasn't written by God. Имеется в виду, что оно не было написано человеческой рукой, а было проявлено непосредственно Богом. In Shiva Sutras, this is the 77 aphorisms, the 3 methods implemented by this philosophical system are explained in detail. Это писание состоит из 77 афоризмов, разделенных на 3 части, и в нем как раз описываются 3 подхода, которые используются в этой системе философии. In reality, there are 4 methods in this system, but the 4th method is so elevated that it's practically no method. It's instantaneous enlightenment. На самом деле в этой системе существует 4 метода, но 4-й настолько возвышенный, что это фактически просто уже просветление на месте, поэтому он не обсуждается здесь. The 4th method is called Anupaya, no method. И 4-й метод называется Анупая, то есть нет метода, без метода. In this high method, the Guru just says to the disciple, you are God, you are Shiva, and the disciple immediately attains realization of his state as Shiva, as God. То есть в этом методе гуру просто сообщает ученику, что он Бог, и он тут же осознает это и возвышается на месте. Obviously, that method is rarely used, yes, because most disciples cannot understand that. И, естественно, этот метод не особо используется, потому что он просто не подходит для большинства учеников. Для большинства. All of you are God, are Shiva. И на самом деле вы все Шива, вы все Бог. If you are affected by my words and you attain complete enlightenment right now, you are using the highest method. И если эти мои слова подействуют на вас, и вы достигнете просветления сейчас же на месте, значит, вы как раз воспользовались этим 4-м методом. In Trika, we always start with the highest method and we descend next to the lowest method. В Трике мы всегда начинаем с самого высокого метода и потом спускаемся к более низким уровням. Despite our knowing that most of the time the disciples cannot cope with the first method or even with the second or third method. Несмотря на то, что все так прекрасно понимают, что большинство учеников не смогут воспользоваться самым высшим методом, но такова традиция. In the second method, Shambhavopaya, which is explained in the first chapter of this scripture, Shiva Sutras, в 3-м методе, который называется Шамбхава-упая, который описан в 1 главе этого писания, Шива Сутрах, the disciple does nothing. В этом случае ученик ничего не делает. The disciple makes no effort. И он не прилагает никаких усилий. He doesn't concentrate on anything. Он не концентрируется ни на чем. He just remains in thoughtlessness. Он просто пребывает в состоянии безмыслий. And the Guru makes all the efforts. Yes. И гуру за него прилагает все усилия. The Guru is the master, the teacher. Гуру имеется в виду здесь учитель, мастер. That method is just remain
mind completely empty. Для использования этого метода надо просто пребывать в состоянии с пустым умом, опустошенным, который не наполнен никакими мыслями. On that method, you don't concentrate on anything, because if you concentrate on anything, for example, in eye consciousness, that is not Shambhavopaya, it's not the method of Shiva. И в этом методе, при этом методе не нужно концентрироваться ни на чем, потому что если вы концентрируете свое внимание на чем-либо, например, даже на высшем Я, это уже не Шамбхавапая, это уже не метод Шивы. So now we'll practice this method. Let's see if you can. Yes. Сейчас мы попробуем воспользоваться этим методом, смотреть, если он сработает. Stop your mind at will. Постарайтесь остановить ваш ум усилиями воли. Someone can stop his mind at will for a long time, that person must start with this method. Тот, кому удается остановить свой ум, приложив свою волю, может воспользоваться этим методом, если у него это получается на долгое время какое-то. That person cannot stop the mind, so the third method is explained in the chapter 2 of Shiva Sutras, this scripture. Если это кому-то не удается, то следующий метод объясняется во второй главе Шива Сутры. I explained this method in my previous seminar about Shiva Sutras. Я объясняла этот метод на предыдущем семинаре о Шива Сутрах. The method is known as Shaktopaya, or the method of Shakti, the method of eye consciousness. И этот метод называется Шактопая, то есть метод Шакти, или метод сознания Я. In that method, that upaya, you use concentration on the middle point of everything. И при этом методе, в этом методе используется концентрация внимания на промежутке между всем, на середине. For example, concentration between one thought and the next thought. То есть, например, концентрация внимания на промежутке между двумя мыслями. Concentration, for example, when you are watching an object and next you watch another object in the middle point. Например, концентрация внимания на том, как вы смотрите на один объект, потом на другой, то есть именно на промежутке между этими двумя действиями. Because in the middle point, eye consciousness exists in a pure form. Потому что в срединной точке сознание Я существует в самой чистой форме. And that pure consciousness is Shakti. И
этим чистым сознанием является Шакти. with the power of God. Она является силой Бога. So this method is called Shaktopaya, the method of Shakti. И поэтому этот метод называется Шактопайя, то есть метод Шакти. So, for example, you can concentrate between your thoughts. When a thought is finishing and another thought is emerging, yes, all the time, in the middle point. This is Shaktopaya. Можно постоянно выполнять такую практику, когда одна мысль подходит к концу, и другая еще не началась, концентрировать внимание именно на этом промежутке. Это и есть метод Шактопайя. We'll practice this method now. И мы сейчас как раз воспользуемся этим методом. Concentrate between two thoughts all the time. Попробуйте постоянно концентрировать свое внимание на пробеле между двумя мыслями, которые приходят в голову. If someone could do this, that person must start with this method. И тот, кому это удается, должен начинать с этого метода. Shaktopaya. Называется Шактопайя. The method of concentrating on the middle point of everything. То есть метод сосредоточения внимания посреди всего, на серединной точке. The middle point between thoughts, the middle point between inhalation and exhalation, the middle point between two perceptions, an object, another object, this point. То есть это может быть середина между двумя мыслями, между двумя дыханиями, то есть вдохом и выдохом, или выдохом и вдохом, между восприятием объектов одного и другого. The middle point between two movements. Средняя точка между двумя движениями. It's very difficult to practice this, but if you can, you start with this method. Этот метод довольно сложно дается, но если вам удается это, то начинайте с него. You don't waste your time with the last method. И таким образом вы не тратите свое время на последний метод. But if you cannot practice Shaktopaya, even Shaktopaya, so you need to use the last method, Arnavopaya. Но если вам не удается этот метод, то у вас остается последний метод, который называется Арнавопайя. And Arnavopaya is explained in the chapter 3 of Shiva Sutras, the last chapter. Этот метод объясняется в 3 главе Шива-сутры, то есть в последней главе Писания. And I will explain this chapter in this seminar. И на этом семинаре как раз буду пояснять эту главу. It's a massive chapter, it's 45 aphorisms. Она очень обширная, эта глава, она состоит из 45 афоризмов, строф. So if I can do it, it will be a miracle of Shiva. И на самом деле, если мне это удастся за это время, то это будет просто чудо Шивы, Because it's very long. потому что она очень длинная. And there will be surprises, yes. И там вас ожидают сюрпризы. Because I will be using the commentary by the sage Kshe Maharaj. Я
буду пользоваться комментарием, который был написан мудрецом Кшей Мараджи. of the dating from the 11th century. И это происходило примерно в XI веке. But I will add the teachings of the original tradition of this philosophy coming from the lineages, for example, Lakshmana Ju and other great saints. Но также я буду добавлять те знания, которые передаются по этой линии преемственности, по моей традиции, через таких святых, как Лакшмана Джу, например. And I will add my own experience. И также добавлю своего собственного опыта. So it will be completely a strange mixture of many things at the same time. Поэтому это будет такое странное смешение нескольких вещей одновременно. Okay. This is the first aphorism of the last chapter. И вот первый афоризм последней главы. The first aphorism of Arnavopaya, the upaya or method of the Arnu. The Arnu is the limited being, the individual being. Yes. Первый афоризм из главы Арнавопая, а Арну — это ограниченная личность, то есть это пояснение с точки зрения ограниченной личности. Who is this Arnu? И кто такой этот Арну? It's a person that cannot practice the previous methods, Shaktopaya, Shambhavapaya, or Anupaya. Это тот человек, который не владеет предыдущими методами Шактопай и Анупай. In general, most people will start with Arnavapaya. Большинство людей принадлежат к этой категории Арнавапая. I myself started with this method too. И я также сам начинал с этого метода. But in this tradition, this philosophy, we start all the time with the highest method, and next we descend to the last method. Но в этой традиции принято всегда начинать с самого высшего метода и потом уже спускаться к низшему. So the first aphorism reads Atma Chitam. Первый афоризм гласит Атма Читам. There is a controversy there about the meaning of Atma. Есть на самом деле разногласия насчет трактовки слова Атма. Because some scholars translated, myself for example, as individual soul. Многие ученые, и также я сам, переводят это как ограниченная душа, то есть индивидуальная душа. Another scholar says that no, it's not individual soul, it's the external soul. Другие ученые утверждают, что это не индивидуальная душа, а внешняя душа. So what is the difference between individual soul and external soul? В чем же разница между индивидуальной душой, внутренней и внешней душой? External soul is the soul that, for example, you feel now that you are in your body, yes, in your physical body. Individual. External. Внешняя душа — это то ощущение, что вы находитесь сейчас в физическом теле. This is an illusion. На самом деле это иллюзия. But it looks very real. Но все это производит довольно реальное впечатление. Even you say, I am in this body, yes, you say, I am in this body, this is my body. И вы даже так и говорите, что я нахожусь в этом теле, это мое тело. It's an illusion. И это иллюзия. It's real, it exists, but it's an illusion because it's not the real truth. Оно действительно существует, оно реально, но в то же время это является иллюзией, потому что это не полная правда. You are undertaking this spiritual path in order to destroy that illusion. И поэтому вы находитесь на духовном пути, чтобы разрушить эту иллюзию. Because due to that illusion, you remain completely a slave to Maya. Потому что именно из-за этой иллюзии вы подвержены невежеству и влиянию Майи. Of course, this illusion is successful worldwide. И, конечно, эта иллюзия имеет большой успех по всему миру. It's usual. When a sickness is usual, it's called health. И это очень распространено, когда болезнь настолько распространена, настолько повсеместно, она называется здоровьем. So people are normal, yes. И поэтому людям кажется, что они нормальны.
I live in this body, it's normal, so, but it's completely sick. Люди так и говорят, что я это тело, я живу в этом теле, или это мое тело. На самом деле это болезнь. And it generates enormous suffering. И приводит к огромным страданиям. Because when you are in a body, that body will die, so you will die with the body. Потому что таким образом, когда вы находитесь в этом теле, тело когда-то умрет, и вы умрете, получается, в этом теле. And other people will die too. И также другие люди умрут. So you will experience tremendous suffering, tremendous pain. И из-за этого вы испытаете огромное страдание, боль. So it's a trap by Maya, by ignorance. И поэтому это ловушка майи или невежества. It's very effective. И она очень прекрасно работает. Very, very effective. So, but in the individual self is not the external soul. The individual self is the internal soul. Is not you don't feel it in the body. Но индивидуальная душа или внутреннее я не является внешним я или внешней душой, потому что вы не ощущаете ее как бы извне, как тело, вернее, снаружи, как какое-то тело. Вы не ощущаете этого. Individual soul is Purusha in the categories of manifestation. Remember the categories of manifestation. Потому что индивидуальная душа — это Пуруша в категориях проявления Вселенной. There are 36 categories of the universal manifestation, and Purusha is the 12th category. Их всего 36 этих категорий, и Пуруша является 12 из них. And God is the first category. И где Бог является первой категорией. Purusha is the 12th category. А Пуруша 12. Intellect is the 14th category. А интеллект — это 14 категория. Ego is the 15th category. Эго — это 15 категория. And the mind, the usual mind, is the 16th category. Ум в своем обычном виде — это 16 категория. So, this is according to some scholars and teachers, this Atma is the external soul. That is the Puryashtaka. The Puryashtaka means the city formed from 8 components. Таким образом, эта душа является пурьяштакой, то есть состоящей из 8 компонентов. So, Puryashtaka is called the saddle body, is the astral body. Это также называется тонким телом или астральным телом. But in Sanskrit we call it Puryashtaka, the city of the 8 components. The city. The city. Puri. Это Puri. на санскрите называется город из 8 составных частей. Because I'm American, you know, city. And so these 8 components are 5 tanmatras of subtle elements. И этими 8 компонентами являются 5 танматр, тонких элементов. These tanmatras, I have to repeat all this because there are new people, but are, for example, Shabda Tanmatra, sound as such. Мне придется их повторить для тех, кто сегодня первый раз. Это Шабда Танматра, то есть звук как таковой. Sound as such is no sound. Это не звук сам в себе. Is the element you use to determine the variety of sounds. Это тот элемент, который позволяет различать различные звуки. You can, yeah, you. Можете поближе сесть, очень далеко сидеть. Yeah, there. You too. With the chair. So I can move the very steady. And this, for example, what is Shabda for you to understand? For example, I am speaking now. То есть как можно понять Шабда Танматру? Например, сейчас я говорю. I'm speaking. When I stop speaking, all the sounds are accumulated, are stored in Shabda Tanmatra. И когда я перестаю говорить, все звуки, которые были произнесены, они как раз копятся в Шабда Танматре, они содержатся в ней. Whether I am speaking in English, I
I speak. I speak in English. Неважно, на каком языке я говорю, например, если я говорю на английском. Aham vadami Sanskrit. I speak in Sanskrit. Или я говорю на санскрите, Aham ахам vadami Shabdatanmatra. It's stored, the sound in Shabdatanmatra. То есть она содержит в себе все эти звуки. Yo hablo in Spanish. Yo hablo. I Я, speak. я говорю по-испански. Yo hablo. Shabdatanmatra. It contains all the languages, all the letters. И она содержит в себе все языки и все буквы. Some yogis concentrate on Shabdatanmatra to develop supernatural power, yes. Некоторые йоги концентрируются как раз на Шабда-танматре, чтобы получить определенные сверхсилы, Because all the sounds are there, потому что в ней содержатся все звуки. so you can learn many things from there. For example, you can talk to animals. И в связи с этим можно очень много чему научиться. Можно, например, научиться разговаривать с животными. An animal can talk to you. И также животные могут разговаривать с It's вами. crazy, but it's real. Это звучит очень странно, но это так. There was a saint of my lineage, Pechanides, that make a buffalo, make a buffalo speak in Sanskrit. Был такой мудрец в моей линии преемственности, который научил буффало говорить на санскрите, например. It's a real story because it's narrated, and he was with that buffalo. Took a tour, yes, through many cities with the buffalo, chanting in Sanskrit. И эта история действительно произошла, она записана, есть письменные источники, и он с этим быком ходил по всей Индии и пел мантры на санскрите. That saint was Gyaneshwar Maharaj. Его звали Гьянешвар Махарадж. Very well-known saint in India. Yes. Он очень известный святой в Индии. And he did so, I don't remember well. Sorry if my memory doesn't serve me well. Ну, я могу, конечно, ошибаться, извините, если меня память подводит. But I suppose that he did so because at that time Sanskrit was only spoken by priests, not by common people. Если я не ошибаюсь, он это сделал, потому что тогда на санскрите говорили только священнослужители, а не обычные люди. So he tried to prove that even an animal can speak in Sanskrit. Он просто хотел доказать, что даже животное можно научить говорить на санскрите. So he was with that buffalo showing that the buffalo can speak in Sanskrit, chanting in Sanskrit, for example, Rudram or some Vedic scripture in Sanskrit. Просто хотел показать, что даже животное, даже бык может говорить на санскрите, и научил его петь ведические гимны, Рудрам, например. And the priests at that time were scandalized with this, yes. И, конечно, священники были просто в шоке от этого. Because only the caste, the highest caste, the priests, have could speak in that language at that Потому time. что на тот момент только самая высшая каста, только священнослужители могли говорить на санскрите. It's in the Middle Ages. Это было в средние века. At that time there was a revolution, yes, with many scriptures being translated into other languages apart from Sanskrit. И тогда происходила революция, и многие писания были переведены на многие другие языки, помимо санскрита. In the same way, like in the same way, like it happened with the Latin language. Yes. Это то же самое, что случилось с латынью в свое время. That only the priests had control on Latin language, so Потому что not the people. только священники имели доступ к этому языку, а не обычные люди. Till Martin Lutero, who is in English, Luther. Till Martin Luther translated the Bible into German. Пока Мартин Лютер не перевел Библию на немецкий язык. And it was a tremendous mess, yes. Not only a scandal, many people died. You know. И тогда это, конечно, Christian. всех повергло в хаос, и многие люди умерли, была борьба из-за этого. The Christian division, yes, of the church, Protestantism and Catholicism. Тогда христианская церковь разделилась на протестантов,
протестантов и католиков. Well, with Sanskrit the same. If in, for example, many centuries ago, if you belong to a low caste and you speak in Sanskrit, you could be beheaded. И то же самое происходило в то время в Индии. Если вы принадлежали к одной из низших каст и говорили на санскрите, то вас могли даже обезглавить за это. Only the priest could speak in Sanskrit. Только священникам у них только была возможность говорить на санскрите. And the Kshatriyas too. The Kshatriya is the rulers, the kings, for example, the military caste. И также кшатрии имели доступ к этому языку. Это, например, правители и военные. Vaishyas, the traders, Vaishyas or Shudras, servants, no, completely forbidden for them. Ваиши или шудры абсолютно не имели права разговаривать на этом языке. То есть это прислуга или торговцы. So according to some scholars, this Atma is the external soul. Yes, this Tanmatras plus intellect, ego and mind. И таким образом, согласно некоторым мудрецам, некоторым ученым, в это понимание атом входит интеллект, органы, эго и ум. And it's a subtle body, the astral body. То есть это тонкое или астральное тело. And this soul is the one that migrates from one body to another body, yes. Это и как раз есть та душа, которая переходит из одного тела в другое. For example, what is the intellect? For example, you know how to do something. Чем же является интеллект? Например, вы умеете что-то делать. For example, you know how to write in Sanskrit. Yes, I know how to write in Sanskrit. Например, вы умеете писать на санскрите. This is my intellect. Например, я умею писать на санскрите, это мой интеллект. And I know how to write all those aphorisms in Sanskrit. Okay, this is my intellect. Например, я могу написать все эти афоризмы I на have the санскрите. understanding. У меня есть понимание этого. My mind is the tool I use to plan and to next execute my writing of Sanskrit. То есть мой ум это как раз есть тот инструмент, который я использую, чтобы распланировать и потом выполнить это действие. Например, написать это на санскрите. And my ego is the one that says, "Oh, I did it." А мое эго это то, что говорит, вот я это сделал. It's completely useless. Что на самом деле довольно бесполезно. You know, it's God who does, not ego. Что на самом деле Бог это выполняет, а не The эго. power of God. Сила Бога. But the ego is in the middle. Но эго замешано всегда где-то. So when you say I did it, karma law appears, yes. И когда вы говорите, что я это сделал, тут и срабатывает закон кармы. And you receive good and bad fruits И вы получаете приятные и неблагоприятные плоды ваших действий. for your actions. Because you attribute that action to you, to your ego. Потому что вы относите эти действия к своему эго. So you have to pay, И or you поэтому receive good fruits, whatever. за это приходится платить. И появляются либо отрицательные, либо положительные плоды. If it's a bad action, you receive bad fruit. If it's a good action, you receive good fruits. Естественно, если это отрицательное действие, вы получите неблагоприятные плоды. А если это положительное действие, то какие-то более приятные плоды. When you understand that the power of God is doing and not your ego, so at that time you are free И from karma. когда вы осознаете, что все действия выполняет сила Бога, а не ваше эго, тогда вы освобождаетесь от кармы. It's very easy to trace these three things in ourselves. Yes, simple exercise. И в нас это очень легко отследить. For example, if you now stop your mind at will, yes, for a few seconds, do it. Если вы сейчас остановите свой ум всего на несколько секунд, вы сделаете сейчас это. Stop the breath. Yes. Остановите дыхание, сдержите To дыхание. help Это поможет успокоить ум. To have more power to stop your mind at will. Это вам даст больше сил для остановки ума. Задержите дыхание, остановите ум. Stop it for a few seconds. Просто несколько секунд.
mind is that thing, you know, it's like a cat, yes, that you have to struggle against that cat, yes, moving the cat. This is the mind. Ваш ум это как кошка, с которой вы боретесь, она изворачивается, это вот и есть ваш ум. It's the thoughts. Это мысли. Ego is the pressure. Эго это то давление. It's that thing that tries to generate more thoughts. То давление, которое давит на вас и заставляет вас производить It's следующие in the мысли. backstage. То есть оно где-то за кулисами находится. And intellect is the one that understands all the process. А интеллект это то, что осознает все эти процессы. It's a witness. То есть это наблюдатель. So the intellect within the ordinary environment of within the sphere of ordinary life, intellect is the highest level for a human being, as an ordinary human being. Поэтому интеллект в контексте обычного человека, обычной личности, в нашей обычной жизни, это самый высший орган, самый разумный из трех. Well, so according to these scholars, this Atma is this Puryashtaka, this subtle body formed from intellect, ego, mind, and the five tanmatras. То есть, согласно некоторым ученым, атма и есть это пурьяштака, то есть это то, что состоит из 8 компонентов 5 танматр, интеллекта, ума и эго. Atati iti atma, yes, in Sanskrit. Atati iti atma. Atati, it moves. Iti atma. Атати, оно двигается. It moves. Iti atma. Atma is this that moves. Атма это то, что двигается. Moves from one body to another body, yes? Двигается, передвигается из одного тела в другое. Reincarnation. То есть это перевоплощение, перерождение. Constant. Why? Постоянно происходящее. Почему? Why? Because he cannot understand that the goal is inside, not outside, Почему это происходит? Потому что оно не может понять, что as it were. цель находится не внутри, она находится снаружи, как бы так. It's not outside. То есть ее нету снаружи. No person, no object, no money, nothing will fill the void of your existence. Ни деньги, никакой человек, ничего не сможет заполнить пустоты вашего существования. When you understand this, you become introverted. И когда вы это осознаете, вы становитесь полным интровертом. And if you succeed, you stop reincarnations. И если вам это удается, то вы перестаете перерождаться. Больше не Because перерождаетесь. you move from one body to another body because you cannot understand it. И поэтому вы постоянно перерождаетесь из тела в тело, потому что до вас это не доходит пока еще. And why this happens? Because there is an impurity known as Arnavamala. Почему это происходит? Из-за того, что у вас есть такое ограничение, которое называется арнава-мала. This Arnavamala makes you feel that you are not full. И это именно арнава-мала, то, что заставляет вас ощущать, что вы не наполнены, вы не полны сами по себе. You feel that void, yes? Вы You are not ощущаете full. You are not. некую пустоту, вам чего-то не хватает. So you think, okay, I will find the fullness outside. И поэтому вы решаете, что я найду эту наполненность вовне, снаружи. At that time you are Atma, И вот в этот момент вы являетесь атма, атмой. because you are completely identified with your chitam, with your mind. Потому что вы полностью отождествлены со своим умом, читам. And your mind is not the mind of a great yogi, yes, of a great being. It's the mind of an ordinary person. So it's completely extroverted. Ваш ум не является умом какого-то великого йога, это ум обычного человека, и он полный экстраверт, то есть он фокусирует внимание на внешних объектах. So you have a desire, because you feel void, you have a desire. И поскольку вы ощущаете эту пустоту, у вас появляется желание. The desire to feel that lack of fullness. У вас появляется желание чем-то заполнить эту пустоту, эту неполноту. So you go for objects, for people, for different things, but you all the time fail. И поэтому вы направляетесь к каким-то объектам, к людям и так далее. Но вы постоянно, это постоянный провал, это никогда не удается. For example, everybody here fail all the time. Даже Fails. те, кто находится здесь, постоянно
претерпевать неудачу в этом. I'm completely sure. Я уверен в этом. Because I know the rule, Потому что я знаю I правила know the law. или закон. You know the law, you know the people immediately. Если вы знаете закон, то вы сразу узнаете людей. I can go to Vietnam, to Manchuria, Cambodia, it's the same. Если вы поедете в Вьетнам или Маньчжурию или Камбоджу, все везде одинаковые. The great majority of people fail. Большинство людей испытывают Because провал, that's not the неудачу, way. That's not the way. потому что так это не решается. If you go outside to fill the void, you will be completely unsuccessful. Если вы направляетесь вовне для того, чтобы заполнить эту пустоту, вы всегда будете испытывать неудачу. Some people go for children, Кто-то заводит детей для этого, family, или семью, money, деньги. fame, или жаждет славы, drugs, alcohol, наркотики, whatever, алкоголь, football, футбол, women, men, женщины, мужчины. nothing. Ничего из этого Nothing не will fill работает. the gap. Ничего не заполнит этой пустоты. Because that gap is divine. It's a divine hole. Yes. Потому что на самом деле этот промежуток, эта пустота, она имеет божественную природу. Nothing from of this world can fill that. That is И divine. поэтому ничего, принадлежащее этому миру, не сможет ее заполнить. So you have to go inward. И поэтому нужно обращаться только вовнутрь. It's the only way. Это единственный способ. This was repeated not by me, by many people before, yes, but hardly ever someone understand this. И на самом деле это исходит не от меня, это было сказано во многих писаниях, но почему-то все равно большинство людей этого не понимает. Because the power of Maya is very powerful. Потому что сила Майи, то есть невежество, очень сильная. And I say the power of ignorance, as it were, yes, because there is no ignorance really. И когда я говорю сила невежества, это такое просто выражение, потому что на самом деле ее нету. Ничего такого, нету невежества. Why? Почему? Apparently there is ignorance, but really there is no. Внешне кажется, что невежество существует, но на самом деле его не существует. There is a quality of a great yogi, of a enlightened person. У просветленного человека или великого йога есть определенное качество. Gurdjieff spoke about that quality. И Гурджиев как раз говорил об этом качестве. You know Gurdjieff, yes, that Наверное, знаете Гурджиева, да, мастера? he said that enlightened person, or he called enlightened person conscious man. И он говорил, что просветленный человек, или как он говорил, осознанный человек, Is someone that when he speaks, nobody can understand him. он говорил, что когда такой человек говорит, никто его не может понять. It's one of his qualities. Это одно из его качеств. Because his knowledge is not no usual knowledge. Потому что те знания, которыми он обладает, это не обычные знания. So there is no ignorance. It's a way of speaking. Поэтому невежество не существует, это просто такой речевой оборот. In the same way we speak about cold, but there is no cold really. Так же, как мы говорим о холоде, но на самом деле это ничего не значит. There is only heat. Есть только жар, тепло. Less heat, more heat, but there is no cold. То есть есть определенный уровень тепла, и может быть теплее или менее тепло, но холода как такового не существует. It's more comfortable to speak about cold and heat, but really it's only heat. There is only heat. Просто так удобнее объясняться, когда мы говорим, что холодно или тепло, но на самом деле холода нет, есть только тепло. In the same way, it's comfortable to speak about ignorance and about enlightenment, but there is no ignorance really. И таким же образом просто удобно использовать такое слово невежество, на самом деле его не существует. There is more enlightenment or less enlightenment. Есть большая или меньшая степень просветленности. So you are more in bondage or you are less in bondage. То есть либо вы более ограничены, либо менее. But no, there is no ignorance as such. Но невежества как такового не существует. This is very subtle. Это очень тонкая разница. And when there is no ignorance, it's very simple. Почему нет? Почему не существует невежества? Очень просто объяснить. You are meditating, yes, for example. Представьте себе, что вы медитируете.
feel bliss, yes, or some strange states. Ощущаете блаженство или какие-то другие состояния. So you say, now God is here. И Yes. вы думаете, вот теперь Бог здесь. The divine is here because I am experiencing this. Вы ощущаете божественное присутствие, потому что вы ощущаете что-то необычное, какое-то. I'm in a different state of consciousness. Вы понимаете, что вы сейчас находитесь в другом состоянии сознания. Before I was in ignorance. А до Now этого я был в невежестве. I am in this state, this is special. А теперь вы ощущаете, что вы в таком особенном состоянии. But you cannot hold that state. Но вы не можете его удержать, не можете удержать это состояние. Except you are completely liberated. Конечно, если только вы не полностью освобождены. So next you abandon that state because, for example, you abandon meditation with crossed legs. You lose the state. И потом вы выходите, например, из позы лотоса, или вы встаете, и у вас заканчивается это ощущение, это состояние. So you say, oh, now there is ignorance. И тогда вы думаете про себя, да, вот теперь я в невежестве опять, Because I lost the state of God. потому что я утратил божественное состояние. If you say that, Если вы это говорите, you didn't lose it. это значит, что вы его не утратили. It's strange. Это странно, кажется, странно. For example, you understand? Понимаете это или нет? If you are thinking that you lose the state of God that you had when you meditate, so you didn't lose it. Если вы думаете, даже если у вас возникает эта мысль, что вы утратили состояние божественности, которое у вас было во время медитации, значит, вы его не утратили. Because you are saying something like this. Oh, I'm crazy. Это то же самое, что сказать, я сумасшедший. Before I wasn't crazy. А до этого я не был But сумасшедшим. now I'm crazy. А теперь я сумасшедший. If you know you are crazy, you are not crazy. Потому что когда вы признаете себе в том, что вы сумасшедший, вы не сумасшедший. So it's ridiculous. Поэтому это нелепо. So people say, well, now I'm meditating, I'm with God. Next, no, I'm in ignorance. No, you are with God because you know that you lose. If you know that you lose the state, you are with the state. И поэтому, когда люди выходят из медитации и говорят, что теперь я утратил это состояние, и теперь я в невежестве, они ничего и не теряли, потому что когда они даже думают об этом, значит, оно еще присутствует. So Никуда не nobody делось. loses anything ever. Поэтому никто никогда на самом деле ничего не теряет. Nothing. Ничего не может быть утрачено. Никогда. Nothing. Completely. I'm sure. Я просто уверен в этом. When you say, for example, I lost my money, Например, когда вы говорите, я потерял деньги, apparently you lost something. кажется, что вы что-то потеряли. And if you know it, so you never lost it. Но если вы знаете это, значит, вы ничего не Because you потеряли. have the knowledge Потому что у вас есть знания. about that loss. Вы обладаете знанием об этой So утрате. what happened? И что Nothing. здесь произошло? Ничего. You are the same. Вы остались таким же, как и раньше. That is known as ignorance. But it's not real ignorance. It's just a trick. И вот это и называется невежеством. На самом деле это не невежество, это такой определенный фокус. It's less enlightenment. То есть это меньшая степень просветления. It's lack of real understanding. То есть это отсутствие истинного понимания сути. Because if there is ignorance, we have a problem here. Потому что если бы существовало невежество, то была бы проблема. There is ignorance, yes, and ignorance is real. То есть представьте себе, что есть невежество, и оно реально. It's like a veil, yes. Как, например, определенная Some вуаль. philosophers say that ignorance is a veil, yes, that veil you. Некоторые говорят, что невежество это как такая вуаль, которая закрывает вас, When you покрывает вас. attain enlightenment, that veil is drawn. И когда вы достигаете просветления, эта вуаль убирается от вас, уходит. But where did that veil go to? Ну куда она делась? This is the problem. It's difficult to explain. На самом деле это трудно объяснить. For example, you have a veil, yes, a piece of cloth. When you remove the veil has to be somewhere, you know.
То есть представьте, что вас накрыли каким-нибудь покрывалом или вуалью, и если вы ее просто убираете, снимаете с себя, то куда она девается? Вот она здесь рядом, то есть You она say никуда the не veil is девается. there. То есть вы ее видите и говорите, теперь она But там. with ignorance you cannot say that. Но с невежеством так нельзя сказать. Because there is no veil in any way around. Потому Drawn. что на самом деле этой вуали нигде и нету, где она. Because it was never a real veil. Потому что на самом деле она никогда не You существовала. understand? It's only a contraction of this enlightenment. Это на самом деле просветление в своей сокращенной форме, сжатой форме. So this search for enlightenment is another illusion. И поэтому поиск просветления — это просто еще одна иллюзия. Because you are looking for that, you have it. Потому что если вы это ищете, то вы уже этим обладаете. But we can say this then. You are less enlightenment. То есть можно говорить таким образом, Enlightened, что less вы enlightened. менее просветлены. Next you will be more enlightened. И со временем вы становитесь Maybe более it's a просветленными. better way of speaking. Наверное, так лучше But there определить. is no ignorance. Но самого невежества нет. не It's существует. only lack of fullness, contraction. То есть это на самом деле как бы сокращение, сжатие, There is недостача полноты. There is no veil, nothing. Никакой вуали не существует. Who could veil God? Кто может на Nobody самом can. деле скрыть Бога? Никто, никому Nobody не can. под силу. Veil God is enormous, huge. Это просто не подсильная задача, никто не сможет этого сделать, он огромен. Possible. But this Atma, as he's identified with the body, and with the mind, yes, and with the ego, and with the intellect, and with tanmatras, he thinks that he's veiled by something. Но поскольку этот атма отождествляет себя с перечисленными вещами, с танматрами, с интеллектом, с эго, с умом, он думает, что он покрыт какой-то вуалью, что от него что-то He скрыто. feels I'm veiled by the ignorance. Он думает, что он покрыт невежеством. That person is not veiled by the ignorance like me, yes, that person is enlightened. Тогда он думает, что тот человек не покрыт невежеством, I'm а veiled, он but that просветленный. person is not veiled. Таким образом, я It's very strange, покрыта, а он нет. very strange thought. И на самом деле это очень странная мысль, странный образ мышления. So it's only a sensation, but it's not a reality. То есть на самом деле это просто ощущение, это не является реальностью. Because the God remains the same all the time. Потому что Бог неизменен, Он постоянно остается самим собой. But this Puriyashtaka, this subtle body, moves, and so one has the sensation that something is changing or something is less or more, but something is really unchanged in the kingdom of God. Но как раз это буряштыка, это тонкое тело, это то, что двигается и создает эту иллюзию того, что есть движение, что-то изменяется. Но в Царстве Бога ничего не изменяется, оно остается всегда стабильным, неизменным. So there is, you have to practice, yes, meditation, many methods of practice, but you need to develop to a right intellect. И, конечно, нужно заниматься какими-то практиками, медитациями и так далее, но очень важно развить правильный интеллект. The two things at the same time. То есть нужно обе эти вещи, оба этих If you аспекта. don't reason very well, your intellectual performance is bad. You cannot attain anything, yes, by meditating or. Потому что nothing. если вы неправильно размышляете, то и медитация вам не поможет ничем. Вы ничего не достигнете, просто медитацией. Because you are thinking wrong. Потому что вы мыслите неправильно. So intellect is the bridge between the divine and the human being. It's in the middle. Поэтому интеллект является своеобразным мостом между божественным и человеческим If существом. your intellect is closed because it's not good reasoning, the light of God cannot penetrate it. И As it поэтому, were, is a way of explaining. если ваш интеллект неправильно работает, неправильным образом работает, то ничего, никакой свет с Царства Божьего не проникнет в вас через него. Но это тоже, опять же, такой оборот речи. So even if you practice meditation, mantras, if you don't have the knowledge of the scripture, you don't have the knowledge of the guru, so
you attain nothing really. Поэтому даже если вы занимаетесь медитацией, поете мантры, но вы не обладаете знаниями о писаниях и не получаете знания от гуру, тогда вы ничего не достигнете. You know people that meditate for many years and they never attain anything, yes? You Наверное, know? знаете таких людей, которые медитируют уже в течение многих лет, но они ничего не достигли. Because you need good reasoning along Потому with что practice. нужно развивать правильный образ мышления вместе, наряду с практикой. So from now on, try to think like this. There is no ignorance. И поэтому с этого момента так и размышляйте. То есть невежества не существует. There is less enlightenment and more enlightenment. Есть степень просветления, больше или меньше. Nothing else. It's a contraction. It's more contracted or less contracted or more expanded, but there is no real ignorance. То есть это просто больше или меньшей степень сокращения или сжатия. For example, when you dream, Например, когда вы видите сны. all there in your dream is you. Все, что вы видите во сне, это вы. If you have a car, for example, and you are driving, То есть, например, если у вас есть машина, и вы ведете, that car is you. и эта машина, это тоже Your mind, it's you. ваш ум, в вашем уме, то есть это тоже The вы. road is you. И дорога это вы. The people in your dream is you too. И люди в вашем сне тоже And вы. you are you. А вы и есть вы. Yes? There is no ignorance. All is you. When you wake up, where did your dream go to? Поэтому не существует невежества. Когда вы просыпаетесь, куда ваш сон делся? In the same way, this dream called this universe, yes, is the same. И также подобным образом работает эта вселенная, этот сон. But it looks that it's not the same as a dream. Хотя кажется, что это что-то отличное от сна. But it's the same. Но на самом деле это то же самое. It's another dream. Это просто еще один сон. In this dream, you are dreaming that all this is not you. И в этом сне вам снится, что все это не вы. All these people are not you. Что все эти люди не вы. This computer is not you. This Компьютер не вы. whiteboard is not Доска you. не вы. All is different. Yes? Все отличается друг от друга. That is less enlightenment. Это есть просто меньшая степень просветления. When you understand that all this is you, like in a dream, so that is full enlightenment. И когда вы наконец осознаете, что все это и есть вы, так же, как это происходит и во сне, тогда вы достигнете полного просветления. It's very simple. Это очень просто. Now it's 5 minutes for your intellect to take a little rest. 5 минут для передыха. So, in the first chapter, Atma, or the self, was the supreme self, yeah, Shiva. В первой главе Атма или Я под этим имелось в виду высшее Я, то есть Шива. But in this chapter, Atma is the individual soul or the external soul, according to the different interpretations. Но в этой главе под этим словом подразумевается либо индивидуальная душа, либо внешняя душа. And because this Atma is identified with Chitta, with the mind, you need this method, Arnavopaya, this practice. Поскольку это Атма, эта душа ассоциируется с умом, Чита, как раз и подходит эта практика, нужна эта практика. And what is Arnavopaya? It's the usual yogic practices, yes. Meditation, with mantras, visualization, etc. И что такое Арнавопая? Это как раз есть метод, который включает в себя йогу в обычном понимании слова. То есть это медитация, пение, упражнения, практика. Not asanas, yes, posture. Но не физические упражнения, не асаны, Except the sitting posture. кроме позы для сидения. The Поза remaining лотоса. posture are childish, stupid things. Все остальные положения тела на самом деле не имеют никакого отношения к этому всему. То есть они абсолютно не нужны. Я вам It's not серьезно my говорю. invention. It's in the scripture. Это не я придумываю, так в Писании говорится. A real posture is not a physical posture, it's your state, internal state.
Потому что истинным положением является не положение тела, а ваше состояние, ваше внутреннее состояние. But of course, as we are in a world with less enlightenment, yes, usual posture of the body are king. Поскольку мы находимся в этом мире, уровень просветления, в котором, как мы знаем, не очень высок, то все эти положения тела, все эти асаны, они просто правят. То есть это все очень важно. If you watch some yoga sign, all the time someone in a posture or something. Если вы увидите любое объявление по поводу йоги, объявление насчет каких-то занятий, там постоянно будет кто-нибудь в какой-нибудь позе интересной, какой-нибудь асане. It's very strange, for example. It's very rare to watch a sign about yoga and a guy, for example, like this. For example. То есть обычно не бывает такого, чтобы было какое-нибудь объявление, реклама, и там сидел просто обычный человек, вот так вот чесал репу или просто сидел обычно. То есть там обязательно должен быть кто-то в такой какой-нибудь интересном положении тела, привлекающем. Но на самом деле это совсем ничего не значит. Real yoga is when you are completely usual. As the rest of people, that is real yoga. Настоящая йога — это когда вы абсолютно ничем не отличаетесь от других, то есть вы выглядите абсолютно обычным человеком. When you look different from the people, that's not real yoga. И когда вы выглядите очень отличным от других, когда вы отличаетесь внешне, это уже не йога. That's why the mark of a real teacher is that he doesn't look like a real teacher. И поэтому отличительным признаком истинного учителя является то, что он не выглядит как настоящий учитель. In the ordinary life, yes. То есть он выглядит в обычной жизни обычным человеком. No. In the ordinary life, if you look at the real teacher, that guy or that lady doesn't look like a real teacher. Если вы увидите учителя в его обычной жизни, он не будет выглядеть так как-то интересно или по-другому одетым, то есть он будет выглядеть очень обычно. He or she will look normal, yes, usual. И он или она будут выглядеть очень естественно. He or she is a very good actor. Потому что они являются отличным актером или актрисой. That is another mark of enlightenment. Это тоже является отличием просветленного человека. If that person looks like a teacher, for example, if that person in the ordinary life looks like all the time like this, so it's not a real teacher. Если этот человек в своей обычной жизни вот выглядит таким образом постоянно, Yes. как Александр. On the street with you, Alexander. Enjoy. Когда они постоянно находятся That's not a real teacher. в блаженстве, значит, это не настоящий учитель. Потому что настоящий учитель, он активен. For example, there is two states, Atma Vyapti and Shiva Vyapti. Существует два состояния, Атма Вьяпти и Шива Вьяпти. Atma in this case is not that Atma, not that Здесь Атма это не то external soul, не it's та Атма. the internal self, the real I. То, о чем сейчас я говорю, это внутреннее я, то есть истинное я. When you are in Atma Vyapti, you are like this. Когда вы находитесь в Атма Вьяпти, вы вот так примерно выглядите. I mean, real Atma Vyapti, feel bliss. Если я сейчас нахожусь в настоящей Атма Вьяпти, я испытываю блаженство. But the problem with this state that you cannot move. Yes, all the time. It's like an orgasm all the time. I feel an orgasm now. Boom, boom, one after one. Yes. I don't have to go to a whole house. Nothing. I create my own orgasms. И проблема с этим состоянием в том, что вы не можете ничего делать. То есть это как будто вы постоянно испытываете какой-то внутренний оргазм, и для этого даже не надо ходить к проституткам. То есть вы сами производите свой собственный оргазм. Вы постоянно находитесь в этом состоянии. Entire body is an orgasm. Во всем теле это ощущение. But the problem with this state is good state. Yes, fantastic. Это прекрасное состояние. But the problem when I move, I have to leave the state behind. Дело в том, что когда мне нужно действовать, мне нужно выходить из этого состояния, пытаться как-то с ним бороться.
one starts to think, oh my God, I lost my state. И тогда этот человек начинает думать, вот сейчас я утратил это Because состояние. when you are active, you don't feel that orgasm all Потому the что time. когда вы проявляете активность, действуете, вы уже не ощущаете вот это вот оргазм, это To ощущение. return to orgasmic meditation, you need to to be sitting again and oh my И God. чтобы вернуться к этому состоянию в атма-вьяпте, нужно опять сесть и медитировать, по крайней мере сесть. So this Atma Vyapti is a step only, but not a it's not final liberation, it's not final enlightenment. It's only the penultimate step. И атма-вьяпти это является не самой высшей целью, это является как раз предпоследней стадией на пути к освобождению. For example, now I experience orgasm, yes, but with my open eyes. Сейчас, например, я могу ощущать это впечатление, ощущение оргазма внутри, но при этом глаза мои открыты, я So this is говорю. better, То есть это лучше, это более выгодное положение. because I don't have to be like this Потому что мне не нужно впадать в какой-то транс или медитацию. non-functional. Now I'm functional. Полностью выходить из строя. То есть сейчас я Only могу bliss. полностью, в то время как я испытываю блаженство, вести нормальный образ жизни. So it's better. Поэтому это Because более I преимущественная ситуация. enjoy orgasms in my body and at the same time I can function in the world. Потому что я могу и наслаждаться этим ощущением приятным, в то же время функционировать и работать, делать все что угодно. And when I lose this state, I continue with the state, yes. И когда я утрачиваю это состояние, я все равно продолжаю в нем. Because I feel, oh, I lost the state, so the state is with me. Потому что когда я думаю, что я его утратила, это состояние все равно со мной, оно никуда не девается. So it's better. This state is Shiva Vyapti. И поэтому это более преимущественное состояние, и оно называется Шива There Вьяпти. is nothing higher than this. И выше этого ничего нет. When you attain this, it's finished. Когда вы достигаете этого, вы достигли своей цели. So whether you are moving with orgasm or without orgasm, you are in Shiva Vyapti. И неважно, если вы действуете, двигаетесь и испытываете это такое It's very оргазмическое difficult. впечатление, либо нет ощущения, вы все равно находитесь в этом состоянии. Because it's not only one orgasm, it's enormous orgasm per second, boom, boom, in all the body. То есть это не то, что просто как оргазм, это такое впечатление, которое просто постоянно внутри тела взрывается, очень Can you насыщенно. imagine having a normal orgasm, sexual orgasm, and at the same time speaking about Shiva Sutras? Можете себе представить, испытывать обычный человеческий оргазм и при этом объяснять Шивасутры? Yes, it's difficult. So imagine with this orgasm I have. Представьте с тем, что я сейчас испытываю. So it takes some time. Поэтому, конечно, для достижения этого требуется время. But some people can do it very fast. It depends on the person. Но некоторые люди могут достичь этого состояния очень быстро, все зависит от In людей. my case, I needed 27 years В моем случае это заняло 27 лет, because I was very, very dull, very, very stupid. потому что я был очень тупым. The more time you need, the more stupid you are. So Чем больше вам требуется времени, тем вы тупее. some people say, oh, I'm enlightened now after 40 years meditated, so you are more stupid. Некоторые говорят, вот я теперь после 40 лет медитации достиг просветления, значит, вы просто самый тупой. So the faster, the better, yes. Чем быстрее, тем лучше. For example, some people think, oh my God, I'm near Shiva Vyapti, something is bad. No, no, it's good. Faster, better. Некоторые думают, ой, уже Шива-Вьяпти подходит и пугаются. На самом деле это хорошо, это правильно. And if you attain Shiva Vyapti immediately, like in Anupaya, you remember I say, you are Shiva, and you say, enlightenment, okay, this is the best. И, конечно, самый лучший вариант это когда вы находитесь в Анупае, то есть я вам говорю, что вы Шива, и вы тут же это осознаете и достигаете Шива-Вьяпти. Why? Because this state is constant, it's abhikara, it's invariable, abhikara. Почему? Потому что это состояние называется авикара, то есть оно неизменное, So when I постоянное. started with yoga in 1983, I was in the same state I am in 2010 when I attained Shiva Vyapti. It's the same state, so what's the point? Not so much.
И это значит Time. то, что когда я начал свой путь в йоге в 83 году, я был абсолютно в том же состоянии, что я был в 2010 году, когда я достиг освобождения. То есть если это неизменное состояние, какой смысл так долго к нему идти? Because when you attain Shiva Vyakti, you realize that you were all the time in Shiva Vyakti before. Потому что когда вы достигаете Шивавьякти, вы осознаете то, что вы всегда пребывали в этом состоянии. Это очень странно. It's very strange, because you think, I was all the time Shiva. Yes. Потому что вы думаете, так я всегда был Шивой. You were Shiva before, now and in the future, because Shiva is God that is completely beyond time and space. Вы были Шивой и будете им, и вы находитесь в этом состоянии, потому что он вне пространства и времени. And because there is no time really, it's an invention Потому of что the время, power of God. время на самом деле тоже не существует, это изобретение силы Бога. There's no time, it's an invention. It exists, but it's an invention. It's not completely real as people think. То есть оно существует, но оно не полностью реально, как люди его You воспринимают. can stop the time, you can reduce Время the можно time, остановить, его expand можно the time, сжать, его можно растянуть. remove the Вы time if можете you want. просто вообще его убрать, если хотите. It depends on your level of consciousness. Все зависит от вашего уровня сознания. Some yogis, for example, when they suffer, for example, I was reading Lakshmana Ju, this great saint of the Shaivism, the Trikayas, this tradition. То есть некоторые святые, например, я читала Лакшмана Джу, который был великим святым этой традиции. Lakshmana Ju was the last exponent of Trikaya, this Он philosophy, был последним преемником этой традиции Трика, the direct Трихи, lineage of masters. с помощью прямой линии преемственности мастеров. And for example, he explained that some yogis, for example, a yogi has diabetes. Он The doctor объяснял, tells him, you are suffering from diabetes. он объяснял такой пример, что, например, йог страдает от диабета. Don't the yogi like this, with diabetes? То есть, например, он понимает, что у него диабет, ему врач сказал, что Without or with insulin, depends то on есть the level. некоторым приходится делать уколы инсулина, некоторым нет. Removing sugar, yes, from the diet, То diabetes. есть они не могут употреблять Suffering from сахар. diabetes. But the yogi will do this. Okay, now I need to translate certain scriptures. И при всем этом, например, им нужно перевести какое-то писание. So that yogi will remove diabetes from the body for some time. И для этого он просто избавится от диабета на некоторое время. It's so fun. Remove diabetes for some time, let's say 8 hours, because he has to translate something. Это даже очень смешно. Например, ему нужно перевести что-то, какое-то писание, и он просто на 8 часов избавляется от So during диабета. that time he can eat sugar, anything, because no diabetes. И в это время он может потреблять сахар, делать все, что угодно, у него нет диабета. Next, after the 8 hours, for example, he will say, okay, now it's finished, and now I can return to return and suffer diabetes again. И потом, когда он заканчивает, он решает вернуться опять в своей жизни с диабетом, и диабет возвращается к нему. He's a good actor, То есть, на самом деле он очень хороший актер. because diseases, time, all the things that are manifested before the yogi are him, so he can move the things. Потому что болезни, время, все, что разворачивается перед ним, он на самом деле может это просто двигать, подвинуть. It's like a dream. In a Это dream, как сон. everything is you in the dream. Yes. Это как во сне, потому что во сне все есть вы. Всё, что You вы can видите. dream anything. Вы For можете example, видеть сон о чем угодно. some people can control the dream, so they can dream anything. whatever Некоторые they люди want. даже умеют управлять своими снами, они могут просто видеть сон о чем угодно, о чем хотят. In the same way, these yogis can dream this state of wakefulness in any way they И desire. таким же образом этот йог может видеть свое состояние бодрствования любым образом, то есть он может его контролировать любым образом. With diabetes or without. Он может выбрать свою реальность с диабетом или без нее. For some time, without. Next, with again. То есть какое-то время без диабета, потом диабет опять вернется. But you cannot notice when the yogi is acting. Но вы никогда не узнаете, в какой момент йог выполняет эту роль, играет When роль, the yogi is not acting. а когда он не играет. Why? Because the yogi is very, very elevated. Почему? Потому что он очень возвышенный, этот йог, продвинутый. If you trace the yogi behavior, for example, you say, oh, now he's acting. Now he's not acting. So that is not a great yogi.
И если вы можете подметить эти изменения, и вы замечаете, вот, что сейчас он играет какую-то роль, сейчас не играет, значит он не великий йог. I will explain this in the other aphorism. Я поясню это в последующих афоризмах. When you cannot detect that yogi when he's acting and when he's not acting, at that time, that is a great yogi. Когда вы как раз не можете различить, где йог играет, а где он не играет. Because that person looks like you, usually. Вот тогда это и значит, что это великий йог, потому что он выглядит абсолютно нормальным, как вы. He suffers from diabetes. У него может быть He's диабет, sad. He's happy. ему может быть грустно или весело. He's usual. Обычный человек. But you don't know his internal state. Но вы не подозреваете о его внутреннем состоянии. Only he knows that. Только он знает об этом. That is the great yogi. Вот это и есть великий йог. If you can guess the state of the yogi, for example, no, now that yogi is not suffering, he's only pretending to suffer. So that yogi is not great. Если вы можете подловить его и замечаете, что вот сейчас он как бы выглядит, как будто он страдает, но на самом деле он не страдает, значит он не такой уж продвинутый йог. He's a bad actor. То есть он плохой актер. You understand? Понятно? It's like a movie. If you watch a movie and you don't believe that the actor is the personage, so the actor is bad. Это как в кино, если вы смотрите кино, и вы не верите, что этот актер и есть этот персонаж, тогда значит актер не очень хороший. But when you believe, oh, this is, I don't know, Julius Caesar, yes? Oh, this is, I don't know, this is Cleopatra, this is Cleopatra. Oh, that is Alexander the Great, good actors. Когда вы смотрите кино, и вы видите, действительно верите, что этот актер или актриса это Клеопатра, Александр Великий или Цезарь и так далее, значит это великий актер. But if you think, oh, that actor is, I don't know, Russell Crowe, yes, Gladiator. Oh, that actor is Colin Farrell, Alexander the Great. Bad actors. Когда вы узнаете актера, например, Рассел Крау или Колин Фаррелл, и вы понимаете, что это именно этот актер в роли этих людей, значит он не очень хороший. In the same way, the great yogis are not recognized by other people, yes. Таким же образом обычные люди не могут распознать великого йога. No, because they are great actors. Потому что они отличные актеры. They are completely usual. They are sad. They are happy. Выглядят абсолютно обычными людьми, могут быть грустными или счастливыми, довольными. Second aphorism, Jnanam Bandha. Второй афоризм. Jnanam Bandha. Knowledge is bondage. Знание – это ограничение. In the first section, Jnanam Bandha means the first section. This is the third section. В первом разделе, в первой главе, а мы сейчас в третьем разделе находимся. The first section, Jnanam Bandha means limited knowledge is bondage. В первом разделе это же выражение означало, что ограниченное знание является оковами. Because that aphorism was speaking about Arnavamala, this lack of fullness, yes, this contraction. Тот афоризм говорил об Арнавамале, то есть о такой сжатости, ограниченности. So for that great yogi, chapter 1, yes, of Shiva Sutras, that great yogi, Shambhavapaya, and the tremendous method, high method, this lack of fullness is bondage. И поэтому для того йога, великого йога, о котором говорилось в первом разделе Шамбхавапая, в одном из самых высших методов, там для этого йога это ограничение было оковой, сковывало его. But in this aphorism, jnana means any knowledge, not Arnavamala, lack of fullness. No, it's any knowledge. Any knowledge you possess as a limited individual is bondage for you. Но здесь в этом афоризме, на этой стадии, говорится о любом знании, то есть о любом знании, порожденном обычным умом. Не только об Арнавамале, а о ограничении, о котором говорится в первой главе. How do you feel now? Как вы себя сейчас чувствуете? Yes? Apparently something changed. Кажется, что что-то изменилось, But nothing changed. но ничего не изменилось. I continue with my orgasms. Я продолжаю своим оргазмом. Because it's the same.
все осталось таким же, как и было. The same. If you feel before it was better, so the state is the same. Если вы думаете, что до этого было лучше, то ваше состояние все равно не изменилось. Now it's worse, yes? Because it's the same, you feel now it's worse. И даже если вы думаете, что сейчас хуже, это все равно то же самое, что было и до этого. So the great yogi treats everything as idam, as this. И великий йог относится ко всему как к этому, к видам. Not as I, as Не aham, I. как ахам, как к себе, как я. For example, I'm sad because of that noise. Например, мне плохо из-за этого шума. No, it's this external soul is sad because of that noise. Yes. Нет, это внутренняя душа расстроена этим шумом. But I am the same. Но я остаюсь неизменным в это время. Because Shiva is never changing. Потому что Шива неизменен. Because even when something apparently changes in him, Потому что даже когда кажется, что что-то в нем изменяется, because he realized that nothing was lost really. потому что в тот момент, когда он это осознает, это значит, ничего не было утрачено. You understand? This is good reasoning. И это правильная логика. The other reasons are, okay, now I need silence for meditation, so I can meditate good. Now with noise, I cannot meditate, I'm in ignorance again. This is bad reasoning. А неправильный образ мышления, это когда вы думаете, что мне вот надо сейчас помедитировать, надо, чтобы было тихо. Но тут шум, меня это бесит, я не могу медитировать, мне это мешает. Это неправильная логика. Bad reason. Because you are creating your enemy. Потому что вы сами создаете себе врага. There are two. Получается, что идет раздвоение, у вас двое. So you have to realize that all that apparently obstacle in your meditation is part of your meditation. Должны осознавать, что все, что внешне, казалось бы, является препятствием в вашей медитации, мешает вам, оно и есть часть медитации. In fact, I feel better now. На самом деле, мне даже еще лучше сейчас. Really? You understand? Понятно это? So, for this limited individual, when you feel I am the body, I am the mind, I am ego, I am the intellect, I am related to tanmatras and the rest, so all your knowledge is bondage. Поэтому для того человека, который отождествляется со всеми этими вещами, о которых мы говорили, интеллектом, умом, эго, 5 танматрами, для него любое знание — это ограничение. So you are unhappy. Поэтому вы несчастливы. This is the people in the middle. You know, the people that are completely ignorant, that have no knowledge about anything, you know those people. То есть вы находитесь, как бы застряли посередине. Есть те люди, которые просто в полном невежестве, They are not lawyers, they are not которые engineers, не they are адвокаты, not не инженеры, doctors, не врачи. nothing. Они просто Completely никто. ignorant. They are happy. Полностью невежественны, они счастливы. They are happy. And the sages in the opposite point, yes, are happy too. И те, кто находится на противоположной точке спектрума, например, The people in мудрецы, the middle with knowledge is unhappy они тоже счастливы, а все те, кто застрял посередине, они несчастливы because of their knowledge. из-за их знания. They're not spiritual knowledge, they're usual knowledge. Это даже не духовные знания, а просто любые обычные знания. All their beliefs, all their opinions, all that is suffering to them. Все, во что они верят, их мнение, все это приносит им страдания. For example, you are Russian. Например, вы русский, You, Alexander, are Russian. It's suffering for you then. для вас If это you are всегда Russian, страдание. you have all the suffering with you. Если вы русский, то к этому приложены все остальные вытекающие последствия. Because there will be a German, or there will be an Argentinian, or there will be a Spanish, all the time it's Когда suffering. появится немец или аргентинец или испанец, и Or обязательно because you причинит вам have this страдания. government, because you are Russian. Из-за So того, что вы русский, у вас вот такое правительство. that knowledge generates suffering. То есть это знание приносит вам страдания. But when you are Shiva, you don't suffer. Но когда вы Шива, вы не страдаете. Because
you have no government, you have Что у вас нет правительства, у вас ничего what нет. government Shiva has? Nothing. Какое правительство может быть у Шивы, в принципе? You understand? So Kshemaraja says, the commentator of this Shiva Sutra, yes, the greatest commentator of Shiva Sutra, they say Kshemaraja says, Кшемараджа, тот, кто великий мудрец, который комментирует это писание, говорит, all this knowledge, all this mind-born knowledge is bondage. говорит, что все это знание, которое порожденное умом, оно сковывает, является оковой. That knowledge is bondage whose nature is most of ascertainment, etc. То знание является оковами, чьей природой является развлечение. Ascertainment is adhyavasaya, the intellect. То есть интеллект. This is a whiteboard. Например, когда мы распознаем, это доска, That is a whiteboard. This is a computer. это компьютер. All this knowledge, all these cognitions are bondage. И все эти мысли, все это развлечение, распознавание и есть такого. To Shiva? No. To the Atma, to the limited individual. Для кого? Для Шивы нет, для Атмы, то есть для ограниченной личности. To that person that thinks that he is the body, he is the mind, he is ego. Для того человека, который отождествляет себя с умом, интеллектом, эго и так далее. That person, for example, says, "Oh, I'm very tired. I need to sleep." То есть этот человек может сказать, например, я очень устал, мне надо поспать. But Shiva is not tired. Но Шива не устал, Shiva never sleeps. он никогда не спит. It's the body. It's the physical body. То есть телу нужно отдохнуть. When you say, I am tired, I need to sleep, you are putting your eye consciousness, you are putting Shiva in the body. Когда вы говорите, что мне нужно отдохнуть или поспать, вы помещаете таким образом свое сознание, я Шиву в свое тело. But the great yogi, the enlightened person put this, not Shiva, put this, not Aham, not I, put this in the body. Но великий йог помещает это, не Ахам, я, это в тело. So this body is tired, this body needs to sleep. Они говорят, что этому телу нужно отдохнуть, это тело устало. Obviously, when he speaks, in order not to alter the minds of the rest of the people, he will say, Spakunya nochi, I'm tired, yes. Но, естественно, чтобы не выносить мозг всем остальным, он просто скажет, что я устал. He won't say, Spakunya nochi, my body is very tired, but I'm completely enlightened and all the time as Shiva. Конечно, он не скажет такого, что мое тело сейчас отдохнет, а я, поскольку я просветленный Шива, то мне это все не нужно, но мое тело поспит немножко. Because that will alter the mind of the rest of people. Потому что это очень сильно повлияет на умы других людей. Но он очень хороший актер. You understand? Понятно? I remember that one time when I was giving a class many years ago in 1998 or something, another institute. Помню очень давно, когда я преподавал какое-то занятие, вел, может быть, 88 I was asked about if that certain teacher was a real teacher. И кто-то меня спросил, если что я думал насчет определенного учителя, был он настоящим или нет. So I said I don't know. Я сказал, я не I знаю. don't know that teacher. So they told me that teacher is teaching now in another room of that yoga center. И мне сказал, что я его не знаю достаточно хорошо, и мне сказали, вот он там преподает сейчас в определенной комнате. So I couldn't say anything. But next I saw that teacher moving outside, yes, with the usual life. И поэтому я не мог никакого суждения вынести, я его просто не видел на тот момент. Но потом я увидел его в его обычной жизни, он где-то шел. He was with something like this, yes. Он был в таком одеянии и выглядел вот так примерно. Namaste, because he couldn't say hola, yes, in Spanish, namaste. Он не мог просто сказать «Оля», а по-испански он «намасте» всем говорил. So, after looking at him, no, he's not a teacher. Я на него просто посмотрела и сказала, нет, он не настоящий учитель. You understand? Понятно? You're a teacher in the class. Outside you are usual.
Вы можете быть учителем в контексте занятия, но на улице в своей обычной жизни вы просто обычный человек. In fact, you are so usual that the fools will teach you. И на самом деле вы настолько хорошо производите такое впечатление, что даже дураки You will попытаются вас say, учить. tell me, I'm interested А in вы teaching. проявите огромный интерес и скажете, да, расскажи мне, как правильно все The делать. fool will teach you about life, И какой-нибудь дурак вас about будет what учить to do жизни, with your life. что вам следует сделать в своей You are жизни. so usual that many people will advise you. И вы настолько обычны для всех, что людям будет очень часто давать советы, What not to do. что делать, чего You не will делать. say, yes, oh, good idea. Вы скажете, да, прекрасная Thank you. идея, спасибо. Understand? Понятно? This is the real state. То есть это и есть настоящее состояние. When you are all the time saying, no, don't teach me. I'm beyond this universe. You are not the real enlightened person. Когда вы говорите, нет, не надо мне ничему учить, я вообще вне этой вселенной, я полностью просветленный, это значит, что вы не подлинный учитель. When I was in Argentina, for example, I received advices all the time. Например, когда я был у себя в Аргентине, мне постоянно давали советы. From women, men, От ignorant person, completely женщины, ignorant. мужчины, полностью невежественные люди. Because I generate that sensation that they can teach me. Потому что я произвожу на них такое впечатление, что они могут меня чему-то поучить. Some of them, I remember, spoke to me during hours, yes, about my financial situation for the future. Я помню, что некоторые мне часами читали лекции о моем финансовом будущем. For that time I was 38. Да, тогда мне было 38 лет. So that person told me when you are 50 you have to make sure that your financial situation will be very, very good. И мне советовали, что к 50 мне надо обязательно сделать все, чтобы у меня была уже стабильная финансовая ситуация. And I said, okay, yes, you are right. Я говорю, да, конечно, I ты прав. continue my life. И продолжал свою жизнь. Continue to advise me about my financial situation. Они продолжали мне давать советы. And if I speak with him sometimes by phone from here, he will continue to advise me. Даже если сейчас я им позвоню по телефону, они все равно мне будут давать советы насчет моей финансовой ситуации. It's funny, but it's real. Это очень смешно, но так оно и есть. And women will advise me about to have children. А женщины обычно мне советуют завести ребенка. In the past they told me, one of them told me, hurry up, because you are not so young, hurry up with the children. И я помню, одна из них мне посоветовала, что я уже как бы в таком возрасте, что надо поторопиться, завести детей поскорее. Good advice, good advice. Я сказала, да, конечно, прекрасный совет. You have to thank that person. Надо даже поблагодарить этих людей. You continue with your orgasm. А вы продолжаете своими оргазмами It's внутри. completely ridiculous, but this is the great actor. You have Это to be like that. You абсолютно don't have to нелепо, fight. но в этом и заключается хорошее актерское мастерство, не нужно бороться с ними. You have to say, okay, I need your advice, I need your teaching. Нужно потакать им и вести себя, как будто вам действительно нужны их советы. That's why in the scriptures there is a saying, I don't remember where, but Nityananda or Muktana my guru used to say this. An enlightened person is a person that teaches the sages and learn from the fools. Муктананда, мой гуру, говорил, что просветленный человек это тот, который учит мудрецов и учится у глупцов. So all the time you have to learn from the fools. Yes. Поэтому надо постоянно учиться у глупцов. They want to teach you something, okay. Если они хотят вас чему-то научить, отлично, да, надо проявлять интерес. For example, about marketing or something. Oh, interesting. Now I understand. Oh, very good idea. Например, о маркетинге, да, интересно как. Я использую обязательно эту удачу. All that thing, yes. And with the sutras, yes. You with the sutras, and with the sutras, and the person advising me, yes, and with the sutras. Yes, okay, yes, you are right. Вы со своими сутрами, а люди вам дают советы. But from your heart, you feel that you need that, yes. Но вы даже прям в сердце чувствуете, что вам необходим этот совет. Because you are a good actor. Потому что вы очень хороший актер. Completely real. You are not joking. Полностью реальное впечатление. Serious sometimes. Вы даже очень серьезно себя ведете. Situation with the sutras.
Вы можете даже поразмышлять о своей финансовой ситуации. The На sutra всякий of случай. God, yes, in front of you, and you with your financial situation. Даже если рядом с вами лежат It's сутры. completely real. That's why the people cannot trace a real yogi, except the yogi revealed himself. И все это абсолютно реально, и поэтому люди никогда не могут различить настоящего йога, только кроме того случая, где он решает себя проявить сам. Because a real yogi looks like a fool, or looks so unusual that sometimes it's like a kid or a fool. Потому что настоящий йог, он выглядит даже сам как глупец, таким обычным дурачком. So I need to hurry up because I'm old, yes, the children, I need children. Мне надо поторопиться, потому что я уже старею, у меня дети нужны. I need to hurry up. And so, my God, it's fine. And I remember one person that told me, and I told you, yes, I told you, told me this. Because hours here with a person talking about craziness, but serious, completely serious. Because I'm a good actor. So like this, the 2 years. So I asked him, did you make a mistake in your life? Я помню, что у меня был такой случай, что я разговаривала с одним человеком, он просто нес какую-то чушь, 2 часа мне что-то там втирал, и я очень серьезно все это смотрела, не воспринимал. Потом задал ему такой вопрос: ты когда-нибудь совершил хоть одну ошибку в своей жизни? Without laughing, because Я не смеялся, я очень серьезно все это and the other воспринял. person, older than me, yes. I cannot remember. И этот человек, который еще причем старше меня, он сказал: я такого не помню случая. And me without laughing to yes. Я, конечно, не смеялся, я серьезно все это преподал. Good actor. Потому что я очень хороший актер. I cannot remember, no, really. When? When a mistake? When? I cannot remember. Я действительно не мог вспомнить ни одного неправильного действия, ни одной ошибки в своей жизни. It's a dream, this word. Потому что это как сон, этот мир. It's a comedy Это комедия, for people to laugh. так чтобы посмеяться. If you hear what you are talking to the rest of people and the rest of people are talking to you, it's a comedy. Если вы со стороны услышите то, о чем вы говорите с другими людьми и о чем они с вами говорят, вы поймете, что это The problem, комедия. for example, they have the problem, and you have to, because you must have problem. To be with them, you have problem. То есть, например, у них какие-то проблемы, у вас тоже должны быть проблемы, чтобы вы могли о чем-то с ними говорить. You cannot be all the time. Вы не можете Because the постоянно people will try to destroy you. Yes, Постоянно you are happy and we are not happy. Now. So you have to be блаженствами normal. попытаются вас разрушить, Like потому что them, им не with нравится, problems, что они страдают, а вы sadness, в with блаженстве. all, so they are happy with you. Поэтому надо показывать, что вам плохо, у вас проблемы, тогда они будут счастливы. You understand? That's normal life. Full of problems all the time, suffering, and the more you suffer, the better. И чем больше вы страдаете, тем лучше. There is even competition. Даже бывают такие соревнования. Who suffered the most in the past? Кто больше страдал в жизни. Yes. Some people takes offense at your words if you suffer more than them. И некоторых людей очень раздражает, если они понимают, что вы больше страдали в жизни, чем они. So they will tell you another more horrible story about their life. Тогда они вам расскажут еще более ужасную историю своей жизни. But it's very, very fun. But you have to act. Your acting must be at your abhinaya. Your acting must be perfect. Но вы при этом должны с полным серьезом это все воспринимать, и ваше актерское мастерство должно быть на уровне абхиная, то есть So идеальным. perfect that nobody will notice. Настолько идеальным, что You are никто даже не заметит, что вы играете роль. Maybe they will notice after, but at that moment, no. Может быть, они потом даже узнают об этом или поймут, но не в этот момент. Okay. So, the more you know in this world, I mean usual knowledge, the more you will suffer. Чем больше вы знаете, чем больше вы с обычных знаний в этом мире, тем больше вы будете страдать. For example, now you start to know more about the economy, yes.
you will start to suffer more, the more. Например, если вы сейчас решите осведомиться об экономике, вы будете страдать еще больше, чем сейчас. Because you will understand many other problems that are in the economy. So my God, Что вы no, in the future. осознаете очень много других проблем, которые сейчас у нас в экономике, и то, что будет, прогноз, и вам станет очень плохо от It's этого. better not to know so much, Лучше знать как можно меньше. but people want to know. So okay, more knowledge, usual knowledge. Люди хотят знать, они More хотят знать suffering. все, поэтому они узнают и страдают от этого еще больше. More suffering. And now, spiritual knowledge, special knowledge, no, it's different. This knowledge is different, another kind of knowledge. Но это не касается духовных знаний, особенных знаний, это вот другая тема. Because this is not mind-born knowledge. Потому что это знание не порожденное умом, It's divine knowledge. это божественное знание. For example, economy in countries is an invention of men. Например, экономика любой страны – это изобретение человечества, Because God has nothing to do with this. потому что Бог никакого Can you отношения к imagine этому God не with имеет. problem with the bank? Or, Представьте, что Богу были бы проблемы No, с банком no problem. каким-нибудь. because Ну, he's нет, the bank. он сам банк, He's the bank, he's old, so he has no problem. потому что он сам банк, он все, поэтому у него проблем нет. It's the Atma, the limited individual, who has the problem. Проблема у ограниченной личности атма. So, in Spandakarikas, another scripture that Kshemaraja is quoting, this sage says, Поэтому в Спандакариках еще одно писание, с которого цитирует Кшамараджа, говорится: completely stopped and besieged by Puryashtaka, by the subtle body. Полностью остановленный и охвачен Пурьяштакой, то есть тонким телом, Which arises from the 5 tanmatras, you который know? происходит из 5 танматр. Shabda tanmatra, I explained something, yes, Например, where all the Шабда sounds танматра. are stored. Я объясняла вам, это то, где содержатся все звуки. Sparsha tanmatra, where all the sensation of touching are stored, yes. Спарша танматра — это там, где все тактильные ощущения хранятся. Rupa tanmatra, where all the form are stored. Рупа танматра — там, где содержатся все формы. Rasa tanmatra, where all the tastes are stored. Раса танматра — там, где содержатся все вкусовые ощущения. And Gandha tanmatra, where all the odors are stored. И гана танматра — это там, где содержатся все запахи. So that Puryashtaka, which arises from the 5 tanmatras То есть это пурьяштика, которая происходит из 5 танматр, тонких элементов, and resides in mind, ego and intellect, и проживает в уме, эго, интеллекте. so that limited individual completely stopped and besieged by that, yes, by that Puryashtaka. Эта ограниченная личностью полностью остановлена, охвачена пурьяштикой. The subservient limited being or pashu experiences the rise or generation of ideas derived from that Puryashtaka. И эта подвластная ограниченная личность, животное, пашу, испытывает, получает всякие идеи, которые происходят из этой пурьяштики. То есть ее идея ограниченной личности происходит из пурьяштики. Along with the enjoyment of pleasure and pain coming from those very ideas. И также они, как результат, наслаждаются или страдают от этих идей. He transmigrates from one body to another body due to the continuance of that Puryashtaka. И он переходит, перерождается из одного тела в другое, также из-за этой пурьяштики. So this subtle body, this external soul, yes, as some scholars call it, is the cause of transmigration, reincarnation, over and over again. То есть это тонкое тело или это внешняя душа, как некоторые называют, и есть причиной постоянного этого перехода из тела в тело. And when you start to develop ideas, at that time you lose your state as Shiva, as it were. И когда вы начинаете, когда вам приходят на ум всякие идеи, тогда вы как бы утрачиваете свое состояние Шивы. But you feel that lack of fullness, you feel it. И вы ощущаете неполноту. So you develop desire to feel that emptiness. И
И тогда у вас появляются желания, которые, как вам кажется, наполнят эту пустоту. But as you are full of ideas, bad ideas, Но поскольку вы полны идей, особенно не очень хороших you идей, go outside, вы для этого обращаетесь not вовне, inside. не вовнутрь. So you go after, I don't know, anything, yes. И поэтому People, вы бегаете за кем-то или objects. чем-то, предметами, But людьми. you are many years doing that, but you never attain fullness. Вы можете заниматься этим всю свою жизнь, но вы никогда не достигнете Because it's наполненности, impossible. потому что это не работает. You can have all, the entire world, but you will never have fullness. Даже если вы овладеете всем миром, вы все равно не почувствуете полноту, Because it's not the way to do it. потому что так это не работает. It's like that, remember that tale that lady, that lady or that man, it depends on the narrator. Помните такую историю о том человеке или мужчине или женщине, в зависимости от рассказчика, That was looking for a key that he or she lost. You remember that story? который потерял ключ и искал его. So someone passing by asked her, that lady or that man asked her, what are you doing? I'm looking for a key I lost. И прохожий спросил этого человека, что ты делаешь? И человек ответил, ищу ключ, который потерял. You lost this key here. И прохожий говорит, ты здесь потерял этот ключ? No, not here, no, there. Нет, не здесь, а там. So what's the point of looking for the key here? Тогда зачем ты здесь его ищешь? Because there is more light. Потому что здесь светлее, And there is dark, а там darkness. темно. So we are doing the same thing. И мы все время этим занимаемся. We are looking fullness in what is not fit for giving us fullness. Мы ищем наполненность в том, что просто по своей природе не может нам этого дать. It's impossible. You will never succeed. Вы никогда не преуспеете. Извините, Never. конечно, но You can никогда have это a не good произойдет. family, you can have children, never succeed. У вас может быть прекрасная семья, хорошие дети, но это не даст вам результата. I don't mean that you have to abandon that, no. Я не Because говорю, you что вы cannot. должны обязательно бросить все это, потому You что вы cannot. не можете бросить это. Because if you can't abandon things at will, so you are a great yogi. Потому что если вы можете отказаться от таких вещей, используя свою силу воли, то вы просто великий йог. And if you are a great yogi, you don't need this structure. И если вы уже являетесь таким великим йогом, то вам даже не нужно это учение. So it's stupid to say abandon this or stupid because Поэтому говорить людям, что им нужно отречься от чего-то, довольно глупо. you are so attached to family, children and objects and the rest of things that you cannot abandon them. Потому что вы настолько приклеены ко всем этим объектам, I'm к sure. семье и так далее, что вы просто не сможете их бросить. Abandon your Volkswagen, abandon Бросьте свой your Volkswagen, journeys, abandon your family. свои You cannot. путешествия, свою семью, просто отрекитесь And от I will этого. never say that to you or to any person. Я Because никогда не it's потребую это ни от кого. Это бесполезно. useless first because you don't need to abandon. На самом деле это бесполезно просто, во-первых, потому что вам не нужно отрекаться от этого. Because you can realize God with all that included. Yes. Потому что вы можете осознать Бога, даже если у вас все это есть. And second, you don't need to abandon because you cannot. И во-вторых, вам не нужно отрекаться, потому что вы просто не сможете. Because to abandon that, you need the power of a sage. You don't Потому что, have that. чтобы отречься от этого, вам нужно обладать силой мудреца. You need the power of Isaac. Yes, you remember Isaac? Вам нужно обладать Isaac, силой Abraham. You remember Abraham? Абрама. God told him, kill your son. Бог приказал ему пожертвовать And the своим guy сыном, принести grabbed the в son and went to kill him. Yes. И он схватил своего сына и собрался его принести в жертву. But that was a great saint, Но он был великим святым, that person. этот человек. You cannot do that. Потому что никто больше этого не And сможет God сделать. stopped him, yes. И No, don't kill him. Бог остановил его и сказал, не нужно этого делать. But most people cannot do that. It's ridiculous. Большинство людей просто не способны на They это. cannot kill even their little dog. So Они даже не imagine смогут убить свою собачку. the son or the daughter for God. It's possible. Представляете, если Бог потребует у вас жертву сына или дочь? I mean, the challenge is very massive.
Yes, Потому что for такой most people. вызов, он просто выше любого You человека. need the category of a great saint. Вы должны быть просто And the великим paradox святым is для that you этого. are great saints. Парадокс This is the находится paradox. в том, что вы заключается в том, что вы и есть великие святые. Because you are conscious that you are not great saints. Yes, you are conscious that you are not great saints. Осознаете, что вы не великие You святые? know, for example, I'm not a great saint. You know? Вы осознаете это, что So вы you не are a великий great saint. святой? Значит, This вы is the есть paradox. великий святой. В этом-то и есть парадокс. Because when you feel the absence, it's because He's present. Потому что когда вы ощущаете, что чего-то нет, это потому что оно есть. Because when you feel separation, you feel union. Потому что когда вы ощущаете разлуку, вы ощущаете единение. For example, when you have a beloved one, yes? Например, у вас есть любимый When you человек. feel separation from your beloved one, it's because you are completely united with that person. И когда вы испытываете разлуку, значит, вы полностью единены с ним, вы едины. It's the same. Поэтому вы ощущаете разлуку. Это одно и то же. So you are great saints, but you are very good actors. So you are now in this personage, yes, that you are not great saints. И поэтому вы есть великие святые, но сейчас вы играете такую роль, выступаете в So you have to- персонаже, который не является You святым. have to spend many, many years meditating and studying to realize that you are a great saint, but you were always great saint. It's really- Поэтому вам потребуется много времени, чтобы и практики, и медитации и так далее, чтобы осознать, что вы великий святой, но вы всегда ему были. So when you realize that, there will be nothing new И когда вы осознаете это, вы поймете, что это ничего нового. except the recognition, yes. Единственное, что изменится, That will be это new. распознавание, это узнавание, это будет новый Not фактор. Shiva. Не Шива. Shiva, yourself, your soul, your real soul is ancient. Потому что Шива, Not ваше new. высшее я, ваша высшая душа, она вечна, она древняя, It's она не now новая. you, was in the past you, and I will be in the future you. То есть сейчас это вы и были вами, и в будущем останетесь таким же. He never changes. Он никогда не меняется. But your experience of him will be new. Но ваш опыт, то ощущение, которое As вы it получите, were. как As it бы, were. вот это и есть какое-то изменение, что-то новое. Your recognition that you are him will be Ваше new. узнавание будет новым фактором. After that experience, even if that experience lasts a fraction of a second, И после такого опыта, даже если он продлится всего лишь какую-то микродолю a секунды, tantra says this, it's not me, a tantra scripture says это, this. так говорится в тантрах, в Even Писании. if you realize that you are Shiva for a fraction of Даже the если вы- blinking of an eye, На долю секунды, малейшую долю секунды распознаете, что вы Шива, узнаете это. you are a great saint. Вы You are liberated. станете, получите освобождение, станете великим святым. Even for a fraction of 1 second. Нужно просто всего лишь микродоли секунды. But the problem is always this tendency to go outside. Но проблема в том, что мы всегда идем наружу, мы ищем все вовне. And you can realize God, Shiva going outside, but Мы it's more difficult. также можем распознать Шиву и вовне, но это еще труднее. It's easier inside first, На самом- next outside. На самом деле проще это сделать сначала внутренне, а потом уже внешне. In the same way that is more, for example, now, imagine, I can prove this point. Я могу даже доказать это. Imagine now in your mind something that is very difficult to perform in this world. Yes. То Imagine есть now. попытайтесь вообразить сейчас в уме то, что очень трудно A выполнить в cow, этом a мире. cow flying, for Например, example. Yes, летающую корову. You can imagine. Вы можете вообразить себе это. You can imagine. Cow flying. Представьте себе летающую корову. Because internally it's easier to do that externally. Потому что внутренне все легче, чем внешне вообразить себе. So that's why you start with inside first and next with outside. Поэтому мы начинаем всегда внутри, а потом уже выходим наружу. You understand? Понятно это? That's why meditate on the self is easier to Поэтому, experience this bliss. Yes, it's easier to do that when you are moving in the world. поэтому медитировать на свое высшее я, испытать блаженство, это проще, чем пытаться передвигаться или действовать во внешнем мире и добиться того же самого. For example, there is a practice in one of the four school of Trika. Yes, this Например, philosophy. В одной из школ Трики, этой философии, есть практика такая. That school
portion of this school teaches how to interact with a woman, Часть этого учения учит тому, как взаимодействовать с женщиной. to have tantric sex with a Это woman. говорится о тантрическом сексе в этой But части. it's difficult. Но это очень сложно. It's easier meditate on the self Проще медитировать на высшее я, because you are alone inside. потому что вы сами по себе, вы But выходите в with a woman себя. it's more difficult because it's external apparently, Но с женщиной все гораздо сложнее обстоит, потому что это внешнее что-то. and it's different from you apparently. И казалось бы, это что-то отличное от вас, что-то It's внешнее. possible, but it's more difficult. Это тоже возможно, но это еще труднее. So the law is first that which is easier, yes. И поэтому Next that which is more difficult. сначала выбирайте то, что проще, а потом уже то, что сложнее. That's why all the people will start with meditation. Yes. Поэтому большинство людей начинает с медитации. I cannot tell you now meditate with open eyes. All this is Shiva. Yes, you will meditate. No, you cannot. Потому что если я вам скажу, медитируйте с открытыми глазами и осознайте, что все это вокруг вас Шива, это очень I will сложно. tell you close your Я вам скажу, eyes. закройте глаза. We'll switch off the light. Выключаем свет обычно. You will meditate on your inner self. Вы Yes. медитируете на свое Because it's внутреннее easier. я. Это проще. Imagine meditate like this. This is Shiva, this is you. All this is you, you. Meditate now. Yes, it's more difficult. Представьте, я вам do this? скажу, вот смотрите, это все вы, это Шива, медитируйте на это. She's you. Я скажу, I это, am you are me. All the это time. вы Meditate. я, It's мы все difficult. одно. Медитируйте, Yes, it's смотрите. difficult. So you start with that which is easier. То вы начинаете с того, что проще. In the same way that you can imagine a cow flying. Так же, как вы можете вообразить в But своем it's уме very летающую difficult to корову. make a cow fly in the external world. Во внешнем мире заставить корову летать гораздо сложнее. Okay. Any question? And I will close this. Если есть вопросы, то задавайте For now. сейчас, и мы на данный момент закончим. In my imagination, I wanted to explain all these aphorisms today, but only imagination. In the real world, it's impossible. В своем воображении я мечтала о том, чтобы все это объяснить сегодня, но в реальном мире это не работает, к сожалению. But tomorrow, I will put in your mouth 30 aphorisms all of a sudden, yes? Но завтра я вам просто вложу 30 афоризмов за раз, Because the entire section is 45. потому So. что весь раздел состоит из 45 Questions? вопросов. А вот когда Шамхария Упая практикуешь, Шамбхавапая? да, это усилием воли останавливаешь внутренний диалог, пребываешь в безмыслии или просто оставляешь все как есть и наблюдаешь? Shambhavapaya, do you stop the internal dialogue or you just observe what is, or you try to use willpower to stop the internal dialogue? Or just observe? Only the power of will. Только силой воли Just stop your используется. No Сила method, воли используется. И полное безмыслие, да? А вот в Шакти Упае, когда вот в перерыве между вот Мгм. мыслями, вот одно мысль Мгм. появилась, другая, вот сам вот промежуток вот безмыслия, в чем тут заключается само действие Шакти? In Shaktupaya, when you observe the middle, for example, between thoughts, what's the action of Shakti? Where is Shakti? Shakti is eye consciousness. You are trying to concentrate on eye consciousness. Потому что Шакти это есть сознание Я, на этом вы пытаетесь сконцентрироваться, поэтому на промежутках, потому что она там находится. Maya, this ignorance, in quotation marks, that is like a veil, yes, as it were, Потому что это майя или это вуаль, как бы так can сказать, cover all может покрыть все, except the gaps. кроме промежутков. For example, cover a thought. Yes? То есть она может накрыть Shiva is мысль. there, in a thought is И Shiva. Шива тоже там в мысли. Shakti and Shiva are there, but И you don't Шакти, и see them Шива, но мы их не видим, because Maya covers. потому что майя закрывает их. But when the thought is off and another thought is emergent, there is a gap. In that gap, Maya cannot cover that gap. Но в промежутке между этой мыслью и следующей майя уже не может накрыть ничего, покрыть. Поэтому That там- gap, Shiva and Shakti are completely naked. Поэтому там Шива и Шакти полностью ноги. And you concentrate on Shakti, И вы концентрируете свое внимание на Шакти, именно, night consciousness there. на сознании Я. Because it's the power that is uniting all your sats. Потому что это и есть та сила, которая Together. объединяет все ваши мысли, соединяет их вместе. All the life is a succession of events, of things. Потому что Yes, вся all the жизнь life. является Not only the последовательностью thoughts, all the life.
мыслей, каких-то Now you происшествий, have problem with событий. the stomach, I have problem with the stomach too. Next we'll have problem with the big the right big toe, yes? Сейчас All the проблемы time с a problem, животом, потом no, проблемы it's с большим succession. пальцем ноги. Это постоянная просто вереница Next чего-то. we'll have happiness, next this is succession. It's like Потом a big будет thought. счастье, потом life. еще что-то. Вся эта жизнь, это есть And all this is последовательность. covered by Maya, Все это накрыто майей. by this ignorance, self-generated ignorance. Yes, you Это generate ignorance. невежество, которое само высшее я и производит. But that Maya cannot cover all. Но There эта майя не is покрывает portions that are всего. not covered. So in Shaktopaya you fix the attention on that portion. И как раз в Шактипае, в этом методе, вы фокусируете внимание на этих промежутках, где нету, где не For покрыто example, майей. I watch this screen, yes. Maya cover the computer and tells me this is a computer, it's not Shiva. То есть, например, я смотрю на этот экран, и майя покрывает компьютер и говорит, это компьютер, это не Шива. So I Shiva, and I the computer too. Я и Шива, и But I компьютер. think I'm not the computer. А я думаю, This is нет, Maya. я не компьютер. But when I This is move Maya. my senses to the whiteboard, there is a moment in the middle where I am not watching anything. Но пока я перемещаю свой взгляд на доску и распознаю, есть такой промежуток, где я ничего не замечаю, то есть ничего этого нет. So Maya cannot cover. Поэтому майя не Because может there is это nothing. покрыть, потому что там ничего нет. At that time, Shiva is alone, naked. И Yes. вот I в этот consciousness is момент pure. я сравниваю Шиву, он один и ногой. Next, I Это watch the осознание whiteboard. Oh, that is with whiteboard. А когда я смотрю уже на доску, я сразу Майя думаю, cover. о, это доска. Майя закрывает это, And makes me покрывает. feel that I'm not the whiteboard. И заставляет меня думать, что я не являюсь этой доской. Next, I move my attention to the roof, but in the process of moving my attention, there is a gap again. Например, потом я смотрю на потолок, и как раз опять появляется этот промежуток между двумя So восприятиями. the yogis in Shaktopaya develop the attitude to pay attention to the gaps, not to the objects. Поэтому на этой стадии, на этом уровне Шактупая, йога заставляет себя фокусировать внимание на всех промежутках, а не на самих объектах. So in due course, they start to experience Atma-vyapti. Yes. И со временем они начинают испытывать атма-вьяпти. And next Shiva-vyapti with open eyes and talking. Yes. А потом уже шива-вьяпти, то есть когда все то же самое происходит с открытыми глазами, они могут говорить, функционировать. Blissful. И в это время And ощущать, even when they are not blissful, they are blissful. ощущать блаженство. Даже когда они не ощущают блаженство, они все равно Because they блаженны. know I'm not blissful. Потому что они So they знают, are blissful. что они не блаженны, и все равно они в этот момент блаженны. Because absence of bliss is presence of bliss. Потому что отсутствие блаженства – это и есть присутствие блаженства. And the tale is over, yes. This И comedy is over. на этом сказка заканчивается, эта комедия заканчивается. You realize, you perform, you accomplish the goal of your life. И здесь вы достигли все цели своей жизни. No more birth is necessary for you. И тогда вам больше не потребуется следующее рождение. For what? You already realized. Зачем еще рождаться, если вы уже все осознали? So you live the remainder of your life like a machine, Поэтому вы просто доживаете остаток своей жизни как машина. doing things like the rest of people. Делаете все как обычно. А какие представления бытуют после завершения цикла перерождения, что происходит? And when you finish the cycle of births, what is there? What happens if you're not born? Nothing. Shiva, nothing happened. Шива. Только шива. То есть там уже нет никаких запросов, мотивации, никаких стремлений. What happened after a dream? You don't care about your dreams. For example, every morning you are not care about, oh my God, where are all those people in the dream? My God, where? No, you don't То care. же самое, когда заканчивается сон, вы же не думаете весь день потом, а куда все эти люди делись, которые были во сне, что они Just делают, wake up. как они поживают. Вы просто просыпаетесь, идете дальше. Oh, I dreamt. But you Вы don't понимаете, что care. да, это был сон и все. Because all that dream was one with you, Потому что этот сон был един с вами. and you don't care. И вам абсолютно So ничего when не you делать. abandon this body, when you are liberated and abandon this body, you don't care about this world anymore. И также, таким же образом, когда вы, What happened after? You live in your own essence, in your own когда вы eternal покидаете essence. это тело, вам абсолютно нет никакого дела ни до этого мира, ни до You этого will live тела. in real wakefulness. Тогда This вы- is not real wakefulness. Просто живете в своей истинной сути, то есть вы живете в своем This is an бодрствовании. invention. А это, то, что сейчас происходит, это не This настоящее is the бодрствование. matrix. Yes, like in the movie. Это This is как the матрица, определенная матрица. Like in the movie. Как в кино матрица. Machine.
Просто машина, like a big computer. большой компьютер. And it's not a real wakefulness because you cannot help sleeping. И это не является истинным бодрствованием, потому что вы не можете не спать после этого. So it's all the time changing and moving. Поэтому So it's not, состояние постоянно приходит и уходит, меняется. it's not the highest reality. И поэтому это не является настоящей высшей реальностью. The highest reality never changes. Потому что высшая реальность, она неизменна. You understand? Понятно? Можно к этому же были якобы времена, когда люди не было зазеркального, то есть зеркало не было вуалью закрыто, ну, там, за стариной, ну, там, за почками. То есть, а потом со временем вышло, ну, как вот расы говорят, там сейчас 6-я раса, а были люди, когда этого не было. Ну, то есть это один вопрос. И вопрос в том, что... А вопрос сам в чем заключается? Вопрос, было ли такое время, или или мы создали это время, то есть мы... То есть вот эта идея, что она всегда была, или было как-то раньше по-другому? Да, да, и вообще эта идея якобы была. То есть были открыты, а потом постепенно закрылись, и теперь мы опять к этому возвращаемся, чтобы опять открыться. Ну, как бы напрямую его созерцать Шиву, без этого затуманивания, без этих вуалей и так далее. So he's saying, they say that before this condition didn't exist of veiling and Maya, that there was a time when people could perceive Shiva directly, but with time this is happening. Has it always been like this, like now? Or was there a time when people could just perceive Shiva? That's his question. What was the question? When you perceive Shiva, you realize that there is no Maya really. The question is, was it always like this? Or is it like an idea that changes? For example, now we live in this world where we're veiled, but before it was different. Or has it always been like this? No, it's the same. All is the same. Это всегда было одно и то же, ничего не изменилось. There's nothing changing. Ничего не Люди не меняется. стали совершенствоваться. Люди также со своими страстями, с этими So затуманиваниями people never change, продолжают. they always have this veil and this whole idea of Maya and not realizing their Shiva. Yeah, it's a sensation that there is a change, but Материализуются люди that несовершенны. is an illusion. It's На not самом деле есть ощущение, что что-то меняется и какая-то эволюция происходит или еще что-то, Apparently но we это are просто all иллюзия. of us go into Shiva, yeah, but Кажется, it's что not мы, например, it's сейчас an на illusion. пути к Шиве, к сознанию, но это тоже иллюзия. It's Ничего only не me изменяется. going to Shiva. So it's no more, nobody else. If I attain Shiva, everybody attains Shiva. Если я достигаю, осознаю Шиву, все осознают Шиву. На So самом the деле people существую только я. the people will ask me, so why are you teaching for so long? If you attain Shiva, that's it. Тогда мне люди задают такой вопрос: почему ты так долго преподаешь эту тему, если когда ты осознал Шиву, то все, больше ничего нет, все Шива. There is something strange. Это странно. I'm a good actor. Я просто хороший актер. I told you. Я вам уже говорил об этом. So I'm teaching for you to attain Shiva, but really, if I attain Shiva, you already attain Shiva. Поэтому я даю учение, чтобы вы тоже Because могли one осознать Shiva. Шиву. На самом деле Шива-то один, то есть когда я его осознал, все, больше ничего It's нет. not кроме one Shiva per person. Не то, что каждому человеку принадлежит That's an свой illusion. Шива, это иллюзия. So one day you will realize that you are me. Поэтому в один At that момент вы time, поймете, что вы это so- я, и тогда все закончится. So you will say, oh, I'm him. And I'm all, yes. Вы скажете, я That's он, okay. я все. И ничего не изменилось, оно всегда так было. When I started with yoga, I was said by my yoga teacher at that time, when you realize Shiva, you will be the same as you are now. В начале моего пути мне учитель сказал, что когда ты осознаешь Шиву, ты поймешь, что ты не изменился, ты такой же, как и был всегда. And I couldn't understand him at that time. Но тогда я How? еще не How понял, is it что он имел в possible виду. the same? Как так может быть? No, I will change. No, it will be the same. Я думал, что я как-то изменюсь. Он Because сказал, Shiva never changes. ничего не изменится. На самом деле это так, потому что Шива никогда не меняется. For example, when you are happy, you say I'm happy. Например, когда вы счастливы, вы говорите, я счастлив. When you are sad, you say I'm sad. Когда вам грустно, вы говорите, мне грустно. Apparently Shiva changed, but it's an illusion because Кажется, что Шива меняется. I это is the иллюзия. same. Потому что Only the verb and the predicate change. я остается, а меняются только глаголы и все сопутствующие слова. I am living. I am dying. How do you know that you are dying? Because you are alive. Ah, yes.
Когда вы говорите «я живу», «я умираю», откуда вы знаете, что вы умираете? Потому что вы So this is живете. another illusion. Это тоже иллюзия. It's real, but it's an illusion Она for Shiva. существует, она реальна, но для Шивы это It иллюзия. exists, but it's an illusion in the sense that Shiva never dies. То есть оно существует, но это иллюзия в том плане, что Шива никогда не умирает. Because he knows I'm dying, so he's not dying. Он думает, что я умираю, значит он не умирает. It's impossible for Shiva to die. Потому что для Шивы просто невозможно умереть. That's why you never remember when you died before. Поэтому вы не помните то время, когда вы умирали до этого или You умерли. come from a previous life, yes, Потому что вы переходите из одной жизни в другую. but you don't remember Но вы не помните этого. when you died, Вы не помните смерти. when you died, and you don't remember when you were born. Вы не помните, как вы родились. I'm sure. Why? Because you never died and you Потому you что was вы никогда не never born. умирали, и вы никогда не You родились. were never born. This is the experience. Next, your ideas. Это опыт. Well, А потом уже приходит ваша идея. maybe there are previous lives, maybe there are not previous lives. This is the ideas. Вы начинаете размышлять, может быть, есть предыдущие жизни, может быть, нет. Это уже ваши размышления, догадки. That's why when ideas emerge, you lose your happiness. Поэтому, когда появляются идеи, мысли, вы утрачиваете свое состояние блаженства. Your experience is I exist. This is your experience. Ваш единственный опыт — это то, что вы существуете, вы I есть. exist all the time. Я In всегда the past, существую. И present, в прошлом, и в настоящем, и в experience. будущем. Это ваш опыт. But the idea says no. In the past, no, because before the birth, no. Maybe, or maybe yes, but in another body. But this is your Но в idea. уме вы размышляете, что у вас его следующая идея, что да, вот у меня до этого не было, потому что вот Your я был, у experience is меня I сейчас exist. есть тело, тогда не было. Nothing То else. есть вы You are начинаете уже things. додумывать. You understand? You are. Единственное, что вы чувствуете, это то, что вы есть и всегда были. Materialistic people will say, well, before my birth I didn't exist. After Материалисты death I говорят, won't что exist. But it's only idea. до рождения меня не было, и после смерти меня не будет, но это на самом деле просто догадка ума. Their experience is I exist. А их опыт такой же, я существую. And I cannot stop existing. Я не Try to могу stop existing. прекратить существовать. Попробуйте сейчас прекратить существовать. I will wait for you to Я stop подожду, existing. подожду вас. Because exist. You don't make effort to exist. You Потому что exist. вы существуете и совершенно не It's a прилагаете никаких усилий к этому. It's a mystery. Это есть Existence is a mystery. It's Shiva. это таинство. Вы существуете, вы Exist. есть. И вы Шива в то же время. But next your ideas enter, yes, and you start to add theories to your existence. But it's theories. Но ideas. потом появляются идеи, вы начинаете выдвигать какие-то гипотезы насчет вашего существования, что было до, после. Но это всего лишь идеи. You cannot stop existing. Вы не можете прекратить свое существование. In the same way, you cannot step on the shadow of your head. Так же, как вы не можете наступить на голову своей тени. When you try, your head moves. Так же, когда вы пытаетесь на нее наступить, она постоянно передвигается. So you continue exist. Some people will say, I exist because I'm breathing. Некоторые люди утверждают, что я существую, потому что я дышу. That's false. Это тоже неправда. That's false. How is that possible? Oh. My eye is not breathing. Потому что, например, мой глаз не дышит. It's alive. Он живет, он жив. My hand is not breathing. Моя рука не дышит. It's alive. Она живет. You understand? Because pranana, life, exists before prana, breathing. Потому что прарнана, жизнь, существует еще до того, как существовала прарна, то есть дыхание. That's why a fetus is alive, but he's not breathing. Поэтому и Fetus. зародыш, он существует, но он не дышит еще пока. He's not breathing, but he's alive. Yes. Но он жив. So don't mistake life with breathing. Поэтому не путайте жизнь с дыханием. Breathing is derived from life. Все наоборот, дыхание происходит из жизни. Life is pranana, А жизнь это прарнана. and pranana comes from the power of God, А прарнана происходит от силы who is Бога, life itself. которая есть Capital letters. сама жизнь большими буквами. So in the end, all is alive.
И поэтому в результате все живо сосуществует. Your hand is breathing, no, but he's alive. Например, ваша рука, она не When дышит сама по pranana себе, она abandons your жива. hand is breathing. И когда прана покидает вашу руку, она становится твердой, отвердевает. Rigid, yes. But when your hand is full of pranana, you can move your hand. А когда она наполнена прананой, тогда вы можете ей шевелить. Okay, I will continue to unravel these mysteries tomorrow and after tomorrow with all the rest remaining aphorisms. Завтра я продолжу раскрывать эти тайны, и мы продолжим обсуждение до конца воскресенья и постараемся закончить эти афоризмы. And please, now behave usually, yes. Пожалуйста, ведите себя теперь And the rest of нормально. people don't walk like this. Не ходите вот так. Don't walk. Usual. And receive advices and receive teachings, yes. Обязательно получайте советы, принимайте советы от людей, пускай они вас учат. Welcome teaching, welcome Даже advice. поощряйте это, поощряйте. Even if you have received all these sutras, yes. Даже если вы получаете сутры, вам даются сутры, все равно вы принимаете эти советы. от всех. Especially about your financial situation. Особенно, что касается вашей финансовой ситуации. Okay. Om Namah Shivaya.